Всем привет, дорогие друзья! Давно не было на канале видео с неудачными ремонтами, поэтому захотел сегодня вам рассказать об одном из последних неудачных случаев восстановления техники. Интересный случай. Передали в ремонт видеокарту MSI RTX 3070. Заявленный дефект не запускается, вентиляторы не вращаются, хотя подсветка работает. Я не являюсь специалистом в ремонте видеокарт, поэтому неудачный ремонт в данном случае был вполне ожидаем, но давайте обо всем по порядку. Внешнее состояние у карты отличное. На вентиляторах есть небольшой налет из пыли, что нормально для карты, которая некоторое время работала. На одном из винтов крепления системы охлаждения имеется неповрежденная гарантийная пломба. Хотя в целом это ни о чем не говорит, так как похожие пломбы имеются в продаже. Да и отклеиваются они при желании тоже без проблем. Проверим проявление дефекта. Устанавливаю видеокарту в тестовый ПК, подключаю питание, сигнальный кабель и включаю. Нет изображения, подсветка есть, вентиляторы не вращаются. Что ж, заявленный дефект подтвердился. Попробуем разобраться в причине этой проблемы. Выкручиваю винты и снимаю бэкплейт. Осталось выкрутить винты рамки видеочипа. Кстати, попробую заодно снять гарантийную пломбу без повреждения. Подогреваю ее феном. Температура 100 градусов. Почти получилось, но в самом конце надорвалось. В общем, при наличии определенного опыта снять пломбу без повреждения вполне реально. Плата, можно сказать, приклеилась к системе охлаждения. Пытаюсь снять ее таким образом, чтобы не изгибать сильно, а то может пострадать пайка видеочипа или памяти. Далее осматриваю состояние платы электроники, но явных дефектов не нашел, как и следов ремонта. Все как с завода. На системе питания по входу 12 вольт имеются предохранители. Их стоит проверить. По цепи дополнительного питания предохранители целые. Имеется еще один предохранитель по цепи питания 12 вольт слота PCI Express. Вот с ним проблема, он сгорел. Сейчас находится в обрыве. Раз он сгорел, то по этой цепи питания должно присутствовать пониженное сопротивление. Проверяю. Действительно, на этой линии имеется короткое замыкание. Долго искать причину не пришлось. Повезло, что один из драйверов в системе питания сам намекнул на свою неисправность. У него на корпусе появилось вздутие. Очевидно, что проблема в нем. Это Diarmos NCP302045. Заказал партию из 5 таких микросхем. Выглядят они вот так. Замену произвожу с использованием нижнего подогрева, чтобы не задирать температуру на фене, так как рядом расположены электролитические конденсаторы, которые при перегреве смачно взрываются. Чтобы защитить их от нагрева, наклеил каптоновый скотч. Это не стопроцентная защита, поэтому желательно не греть долговременно область пайки. Припой в видеокартах используется бессвинцовый, у него повышенная температура плавления, из-за чего не получается у меня оперативно выпаять деталь. Нужно долго греть, либо повышать температуру фена, и конденсаторы в данном случае имеют большой риск выйти из строя. Мне ничего больше не осталось, как выпаять их. Снял буквально 3 штуки, которые находятся ближе всего к микросхеме. Теперь поддал жару на фене и без особых проблем выпаял неисправную деталь. Кстати, прогара в районе монтажных контактов для микросхемы нет, что можно считать настоящим везением. И, наверное, это последнее везение в этом ремонте. Дальше начнутся неудачи. Итак, перед установкой нового Diarmos залуживаю его выводы. Таким образом, я обеспечу хорошее качество пайки при установке его на свое место.
Также прохожусь паяльником по монтажным контактам, таким образом немного разбавляя тугоплавкий заводской припой. Далее прогреваю плату, а когда припой под микросхемой расплавился, надавливаю на корпус, чтобы вышли излишки. Пропаиваю выводы паяльником, и на этом процедура замены почти завершена. Остается только смыть отработанный флюс и припаять на место конденсаторы. Проверил сопротивление по 12-вольтовой линии, чтобы убедиться в отсутствии короткого замыкания. И удивился, что здесь сопротивление все равно сниженное, около 20 Ом. Так и не понял, откуда взялось пониженное сопротивление, но дело точно не в диармосах. Чтобы убедиться, все ли в порядке, решил проверить работу 12-вольтовой линии от лабораторного источника питания. Подал напряжение, посмотрел в тепловизор, особо ничего не греется. Отток потребления счел, что вполне себе нормальный. Правда, уже не скажу, какое значение он составлял, так как забыл записать на видео показания индикатора лабораторного источника. Но я думаю, что это не критично. Принял решение заменить сгоревший предохранитель, поставить на место конденсаторы и установить видеокарту в компьютер для тестирования. Что ж, включаю ПК. Изображения нет, как и было изначально. Плюс сгорел предохранитель, и на той же линии появилось короткое замыкание. Но дело в этот раз оказалось не в диармосе, а в моей кривой пайке конденсаторов. Пока паял, с плюсового контакта одного из кондерчиков сопля припоя попала на землю, соответственно вызвав короткое замыкание по 12-вольтовой линии. Проблему устранил, еще раз заменил предохранитель и подключил карту к компьютеру. Проверяю работу. Отлично, есть изображение. Осциллографом проверяю исправность драйверов фаз питания видеочипа. В частности той, которую ремонтировал. Импульсы на дросселе поступают, значит все нормально. Для продолжения тестирования видеокарту необходимо собрать. В целом нагрузку она держит, тесты проходят. Смущает только тот момент, что она не нагружается более 70% мощности. Соответственно, ее производительность на процентов 30 ниже от номинала. Хотя все фазы работают, еще раз их на всякий случай проверил. Прошло некоторое время, прежде чем я понял, в чем дело. За это время успел прошить BIOS, что результата ожидаемо не принесло. Но попробовать, думаю, что стоило. Выяснил, в чем проблема. Для этого мне пригодились данные из программы GPU-Z. Давайте изучим их вместе. Сейчас запущен тест Furmark. Карта нагружена на максимум. Но видим, что потребление по дополнительным разъемам 12 вольт составляет мизерные 38 и 14 Вт, тогда как мощность потребления от слота PCI Express составляет целых 107 Вт. При этом всем при отключении теста потребление по слоту составляет все те же 100 Вт, что явно не соответствует действительности. Как вы понимаете, я не являюсь специалистом по ремонту видеокарт, поэтому понятия не имел, из-за чего такое может быть в принципе. Изучая информацию по форумам, выяснил, что проблема связана с мониторингом потребляемой мощности. Данной функцией обладает одна из микросхем. Ее кто-то так и называет – монитор. Сначала я ошибочно подумал, что контроллер фаз питания видеочипа занимается этим на данной видеокарте, так сказать, по совместительству. Но оказалось не так, что выяснилось уже после замены микросхемы на новую. В итоге вычислил, какая из микросхем занимается мониторингом питания. Вот это вот, US5650Q. Примечательно, что в спецификациях к ней ничего не сказано про мониторинг питания. На 7-й странице документации есть слово «монитор», но использовано оно вообще в другом контексте. Микросхема же занимается коммутированием, преобразованием и передачей данных о потреблении, получаемых от шунтов. Передаются данные в видеочип. Вычислил ее таким образом. Как мы помним, по 12 вольтам слота у нас было пониженное сопротивление в 20 Ом. Сейчас оно составляет почему-то уже 170 Ом. При этом сопротивление по 12 вольтам дополнительных разъемов значительно выше, составляет десятки килоом. То есть можно сделать вывод, что сопротивление 170 Ом – это явно заниженное значение сопротивления. Микросхема US5650Q питается напрямую от 12 вольт слота.
без каких-либо дополнительных преобразователей напряжения или стабилизаторов. Отсюда я сделал предположение, что пониженное сопротивление может давать сама эта микросхема. Чтобы проверить это предположение, необходимо выпаять микросхему и повторить замеры сопротивления. Что ж, выпаиваю ее. Сейчас работаю без подогрева, так как микросхема находится с краю платы. А также рядом нет электролитических конденсаторов, то есть можно дать температуру и побольше, ничего при этом не опасаясь. Готово! Сразу подготавливаю монтажные контакты под последующую установку микросхемы. Новой или той же самой, в зависимости от результатов замеров. Итак, сопротивление по линии 12 вольт слота теперь составляет... Здесь больше 10 кОм, то есть пониженное сопротивление было из-за микросхемы, которую я выпаял. Значит, она неисправная. Остается приобрести новую такую же микросхему и припаять ее на место. А вот, кстати, и новая. Заказал парочку на всякий случай. Процедура установки аналогичная замене диармоса, то есть залуживаю выводы, после чего припаиваю на посадочное место согласно ключа. Пропаиваю выводы паяльником. После выполнения работ не стоит пренебрегать проверкой качества пайки под микроскопом, так как конкретно в данном случае один из выводов у меня висит в воздухе, то есть не припаян. Поэтому повторяю процедуру еще раз. Прогреваю микросхему феном, пропаиваю выводы паяльником, смываю флюс и проверяю работу. Отлично! Теперь все выводы припаяны. Можно переходить к тестированию видеокарты на тестовом ПК. Запускаю GPU-Z и проверяю данные о потреблении. По PCI слоту теперь 5 Вт. Вот такое оно и должно быть без нагрузки. В фурмарке видеочип загружается практически на 100%. Что ж, хорошо, для продолжения тестирования необходимо собрать карту, так как сейчас она выглядит вот так. Система охлаждения на месте, можно переходить к тестам. Сначала нагружаю карту в фурмарке. И уже даже здесь проявилась одна критическая дополнительная проблема. Компьютер спустя некоторое время выпадает в ошибку и перезагружается. Я подумал, что проблема в моем тестовом ПК. Ну, например, блок питания не держит нагрузку или что-то такое. Но установив карту в свой заведомо исправный рабочий ПК, понял, что дело в самой видеокарте. Она зависает, причем дефект какой-то плавающий. Проявляется через разные промежутки времени, но всегда это приводит к зависанию и перезагрузке. Вот с этой проблемой я уже не знаю, как справиться, поэтому не стал продолжать ремонт. И так потратил на него целую кучу времени, можно сказать, впустую. Друзья, если у вас есть какие-то идеи, в чем может быть причина такого дефекта, то напишите в комментариях, обязательно почитаю. Ну а я на этом сегодня буду заканчивать. Всем спасибо за внимание и до новых встреч в других ремонтах. Надеюсь, чуть более успешных, чем этот. Увидимся!